Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как всего лишь из 3 компонентов сделать отличную заготовку маски, которые вы можете использовать в недельном уходе. Сделайте заготовку и разводите маски в зависимости от состояния вашей кожи. Маска подходит для всех типов кожи. Также эту маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки масок наносить и на кожу рук. Уход за руками также очень важен в домашнем омоложении. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску, разводя ее различными ингредиентами. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашней маски. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска, в составе которой есть сода, дает очень хороший омолаживающий кожу эффект, выравнивает глубокие морщины, предотвращает появление новых морщин. Маска очень простая, поэтому давайте приступим. Нам понадобится пищевая сода. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать для ухода за возрастной кожей в домашних условиях. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится дрожжи. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Вы можете использовать быстрые дрожжи, сухие. Также для сегодняшней маски вы можете использовать и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то их слегка подогрейте и добавляйте в домашнюю маску. Также нам понадобится 1 чайная ложка сухих дрожжей. Дрожжи возьмите без горки. И следующий, 3-й ингредиент для этой маски нам понадобится имбирь. Используйте лучше всего имбирь сухой, что будет также хорошо взаимодействовать с другими компонентами. Имбирь хорошо осветляет кожу, хорошо тонизирует кожу, улучшает цвет лица, способствует более глубокому отшелушивающему эффекту. Нужно взять имбиря на кончике ложки, небольшое количество. Затем смешайте эти сухие компоненты, так, чтобы они равномерно между собой распределились, так, чтобы не было комочков. И в момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно смешивайте все компоненты. Эту заготовку можно хранить при комнатной температуре неопределенное количество времени и использовать для приготовления масок, подходящих к любому типу кожи. Тщательно смешайте и равномерно распределите все ингредиенты. Также эту заготовку можно переместить в емкость с герметично закрывающейся крышечкой. Лучше всего возьмите пластиковую либо стеклянную. И эту заготовку храните на туалетном столике. В момент, когда вы начинаете принимать ванну, либо душ, либо после ванны или душа, разведите этот состав любым средством. А мы сегодня давайте приготовим маску, которую будем использовать ежедневно. После того, как смешали все сухие компоненты, нужно переложить их в емкость с закрывающейся крышкой. И наша заготовка готова. А я приступаю к дальнейшему приготовлению маски на основе сегодняшней заготовки. Нам понадобится 1 чайная ложка сухой смеси. Смесь возьмите без горки. В зависимости от вашего типа кожи и от состояния кожи используйте компонент, которым вы будете разводить сегодняшний состав. Для сегодняшней маски хорошо подойдет сок алоэ, если у вас обезвоженная кожа и жирная. Если у вас сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте жирные сливки. Также, если вы планируете наносить сегодняшнюю маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте, то, конечно же, используйте жирный компонент. Поэтому нужно взять 2 столовые ложки жирных сливок либо молока. И тщательно смешайте все компоненты.
В момент смешивания дрожжи сухие будут слегка подходить, поэтому очень тщательно смешивайте компоненты. И в процессе размешивания ингредиентов дрожжи будут подходить, появляться будут вот такие пузырьки, приятный аромат, что будет говорить о том, что качественная маска будет давать не только омолаживающий эффект, но и дополнительную ароматерапию, что будет также улучшать ваше настроение, помимо улучшения состояния кожи. После того, как дрожжи хорошо разошлись, добавьте в эту маску небольшое количество косметического масла. Вы можете использовать масло розы, лепестков роз, как сделать его, я вам показывала на своем канале. Если не знаете, то оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии, или вы напишите мне запрос, оставлю вам конкретно ссылочку на рецепты домашних косметических масел. Нужно взять 10 капель косметического масла розы. Масло розы также хорошо разглаживает морщины, дает приятный аромат, хорошо смягчает кожу. Маска получается очень интенсивно воздействующая на возрастную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Наносите маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Для достижения наилучшего эффекта, если у вас нет купероза, то можно разогреть кожу. Наносить маску нужно в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Наносите маски по кожным массажным линиям. И держать эту маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите кожу лица влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.